18+. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Карауловым Андреем Викторовичем, либо касается деятельности иностранного агента Караулова Андрея Викторовича. Да, все более и более интересно становится интересной ситуация с возможным назначением нового премьер-министра России. Кандидатура Юрия Чиханчихина. Да, Юрий Чиханчихин. Я, видит Бог, даже не знаю, как он выглядит, то есть никогда в жизни не видел его фотографию. Это нынешний глава финансовой разведки страны, Росфинмониторинга. Вроде как именно он возглавит правительство, а его первыми заместителями будут Максим Орешкин и Денис Мантуров. А Кириенко уйдет на позиции вице-премьера по ТЭКу и по новым территориям, или только по новым территориям. Вопрос, как говорится, пока открытый. То, что уйдет, это, конечно, великая победа. Что Кириенко перестанет заниматься идеологией, это великая победа Путина, если она состоится. Потому что, сколько говорим, да, о наших просчетах, это я мягко говорю, просчетах. Ну вот новый премьер-министр Мишустин, да, все чаще и чаще слышится предположение, что он возглавит Центробанк. В пятницу, напомню, появляется Набиуллина на горизонте, в пятницу столкновение гигантов. Или Набиуллина отстаивает свою позицию, и тогда ключевая ставка остается, какая она была, чрезвычайно высокая, это гибель экономики, многие считают, я поддерживаю тех директоров, но они знают, что говорят. И побеждает позиция премьера, или же не побеждает позиция премьера, и тогда у Путина ничего не остается другого, как поменять просто Набиуллину на Мишустина, потому что Набиуллина в качестве своего преемника называла Ксению Юдаеву, свою подругу когда-то первого заместителя, сейчас Юдаева представляет нашу страну в Международном валютном фонде, но Путин на это, видимо, не пошел, поскольку менять шило на мыло, у него такая же позиция у Юдаевой, как у Набиуллиной. На то они и коллеги, подруги, соратники и заединщики. Что ж тут, так сказать, менять шило на мыло. Но сама кандидатура руководителя финансовой разведки страны говорит о том, что на реальный сектор экономики есть Орешкин. Многие вообще считают его человеком с перспективами большими. Есть Мантуров, невзирая на все вопросы после бегства Буцаева, его приятеля, заместителя министра природных ресурсов, отвечавшего за мусорную реформу. Ушел прямо из какого-то высокого кабинета, ушел, где его предупредили, через пару часов тебя арестуют, успеешь уйти, значит уйдешь, нет, будешь сидеть. Через Белоруссию бежал крысиными тропами, замминистра, кинул заявление. В каком кабинете его предупредили, силовики знают, посмотрим. Но так или иначе, если во главе финансовая разведка, во главе правительства нынешний директор Росфинмониторинга, то повторяется полностью ситуация с Белоусовым в Министерстве обороны. Приходит новый министр, не военный человек, но цель одна – понять, кто ворует, и пресечь воровство, иначе разграбят. Ведь все эти аресты в Росгвардии, в Министерстве обороны, в Минцифре, в Минпросвещении, где только не было арестов, по сути ничего не дали. Все новые и новые аресты, новые, новые, новые. Идет раскрутка цепочек, схем, и везде миллиарды. И очень может быть так, что действительно воровство на самом деле такое, что Путин готов назначить премьером человек, который четко знает и видит, как рентген, ну, у него профессия такая, он финансовая разведка, где, как по-прежнему уходят деньги, и у силовиков будет еще больше работы и еще больше арестов, но это как раковая опухоль. Оставишь у вора, все украдет, весь бюджет страны, да только дай. Тем более сейчас, когда все они боятся, что их и там найдут, поэтому живут здесь как последний день. И хапают, 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 им бы остановиться не могут. Я вот одного спросил, слушай, ты зачем покупаешь ребеночку, тебе ребенку год, может 2 годика, ты ему зачем покупаешь ботинки за 50 евро? Это болезнь, ответил мне мой собеседник. Когда-то вместе учились, случайно встретились. Это болезнь. Меня ответ удовлетворил.
Они больные люди. Хотя нам от этого не легче. Так вот, если Белоусов должен прежде всего проконтролировать в Минобороне финансовые потоки, кто куда уходил, и он, кажется, с этой задачей справился сполна, хотя Шойгу на свободе, что удивительно, генерал. Уникальный случай, когда генерал не отвечает за свою армию. И так не бывает. Все замы, почти все, да, арестованы. 4 человека, включая Цаликова, а их командир, так сказать, припеваючи живет. Не припеваючи, конечно. И дочка уже парады не принимает, да и парадов нет. Но неважно. Похоже, вот эта вот на Белоусове отработанная история повторится в федеральном масштабе. Во всяком случае, трудно представить на месте Алексея Косыгина или Маленкова, даже Маленкова, может, тем более Столыпина, начальника царской финансовой разведки. Такой и не было, по сути. Но и не крали так, как сегодня. Да, крали, да, Распутин крал, да, еще кто-то крал, да, генералы крали, в войну крали. Но не так. И это безнадега. Назначение, вот если состоится это кадровое назначение, финансового аналитика, финансового разведчика на пост организатора всей промышленности. При том, что Мантуров и Орешкин будут заниматься по направлениям реальным сектором, возможно, еще один третий первый зам появится. Быть может, Алексей Дюмин возглавит Министерство обороны, а Белоусов вернется на позиции еще одного первого зама председателя правительства. Такой тоже вариант существует, насколько я знаю. В интересное время живем. На нашем канале мы вот так будем каждый день какие-то текущие горячие новости рассказывать. Но сам факт появления очень неожиданной кандидатуры на пост премьер-министра говорит о многом. Многое будет меняться. Если не изменится, погибнем. Когда будет меняться? Тоже когда? Август-сентябрь, вот сейчас, когда начнутся выборы в новую Государственную Думу, и когда депутаты будут по Конституции, это обязанность теперь депутатов, утверждать персонально не только премьера, не только вице-премьеров, но и каждого министра. Но не могут депутаты новой Думы утвердить всех тех, кто был. Так что министр культуры Любимова и многие другие министры, так понимаю, уйдут в сторону моря. Но, конечно, ключевой вопрос – кто во главе правительства? И хотя Мишустин во многом технический человек, если правительство возглавляет финансовый разведчик, значит, дело совсем плохо. Значит, кражи еще больше, чем мы себе представляем. Разве я не прав?